Привет, друзья! До Нового года остались считанные дни, поэтому сегодня мы с вами будем делать большую новогоднюю фигуру щелкунчика из туалетной бумаги и картонных втулок. Для того, чтобы сделать щелкунчика, первым делом я отправилась на строительный рынок в поиске вот такой большой картонной втулки. И я подошла к первому продавцу-мужчине и спросила, где я могу купить такую вот большую картонную трубу. Что он мне ответил, что у них остаются от пленки эти втулки, они их просто выкидывают. Он меня взял за руку, привел к этому месту, где лежали на помойке все вот эти картонные втулки, и я с радостью и с бесплатно их забрала оттуда. И все, что мне оставалось, это напилить нужного размера туловища, ноги и руки. И скажу сразу, что это был очень геморный процесс. Пока я пилила эту трубу, у меня села батарейка, но я это сделала. Я видела в Пинтересте и на Ютубе, как из одной такой трубы делают сразу и шляпу, и голову, и туловище, но я решила, что я хочу, чтобы мой щелкунчик был более фактурный, натуральный, и все-таки мне нужна круглая голова. И я начала продумывать в голове варианты, из чего же я могу сделать эту голову. Сначала я подумала, что я сделаю ее из папье-маше с помощью туалетной бумаги и ПВА-клея. На воздушный шар я вот так слоями накладывала эти кусочки бумаги и думала, что утром я проснусь, и у меня уже будет готова классная голова. А что случилось-то? Он лопнул? Но утром меня ожидало то, что ожидала, и я начала искать другой способ. Потом я решила, что я сделаю эту голову из гипса. В общем-то, если у вас растут руки и жопы так же, как и у меня, то не тратьте деньги, время и нервы, а просто найдите что-нибудь пластмассовое и круглое нужного размера. В моем случае для головы я использовала вот такую заготовку под елочную игрушку. Я загрунтовала пластиковый шар, затем покрасила, нарисовала лицо своему будущему щелкунчику. Хочу сказать, что мне все-таки пригодилась техника папье-маше, потому что именно с помощью этой техники я сделала брови и усы своему щелкунчику. И мне кажется, с этим моя фигура была более детализированная и интересная. Из картона я также вырезала нужные детали для шляпы. На шляпу мне пришлось раскромсать свои старые бархатные штаны размера XS. Я просто поняла, что либо я в них никогда не влезу, либо когда я влезу, они будут не актуальны. В общем, я решила их не жалеть и пустить на благое дело. Для бороды я использовала вот такую бороду Деда Мороза, отрезала части, наклеила под усами, а остальное пустила на волосы. Ноги щелкунчика я окрасила в белый цвет, а на сапожке у меня пошла все та же ткань с бархатных штанов. Чтобы собрать туловище, ноги и руки в одну конструкцию, мне пришлось обратиться в ближайшую столярную мастерскую, чтобы они мне вырезали круг нужного диаметра под мою большую трубу. И также я еще попросила круг побольше для основания. Вообще такие деревянные круги я видела на Валберес, они называются заготовка для творчества. Но там они чуть подороже, а в этой столярной мастерской мне их вырезали буквально за копейки.
комплектующую, я наметила, где будут ноги, и соединила с помощью клеевого пистолета всю эту конструкцию. Далее я начала наряжать своего щелкунчика. Я выбрала вот такую нежную розовую ткань. Для плечей я вырезала также круги нужного диаметра из картона, обклеила их черным бархатом. И здесь я хочу сказать, что не обязательно все это делать супер аккуратно и супер идеально по размеру, потому что все неровности впоследствии можно скрыть вот такой декоративной лентой. Вообще, этот процесс, как я наряжала щелкунчика в эту одежду, клеила декоративную ленту, это был один из самых приятных для меня моментов, потому что я радовалась, какой красивый и нарядный он у меня получается. Мне очень пригодился большой мешок пуговиц серебряных, который завалялся у меня дома. Плоскогубцами я вот так эту заднюю петельку ловко придавила, чтобы мне удобно было клеить их на своего щелкунчика. И в самом конце мне осталось только соединить голову с туловищем. А также приделать ему руки, для которых я использовала вот такие пенопластовые шары и не стала заморачиваться. В конце я решила покрасить основание в черный цвет и посыпать вот такими красивыми золотыми блестками. И вот такой красивый, необычный, гламурный щелкунчик у меня получился. Надеюсь, это видео было кому-то полезным, и кто-то захочет повторить и тоже сделать своего уникального щелкунчика. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео, чтобы его не потерять. Ну а я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья в Новом году. Творите, не бойтесь, делайте своими руками все, что в вашей душе угодно. У вас все обязательно получится. До новых встреч!